И снова здравствуй, мой дорогой зритель. В CS2 с пылу с жару вышло очередное обновление, которое весит почти 14 мегабайт. Но помимо него, сегодня мы поговорим немного об утечках и проблемах в игре. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Ищешь площадку, где можно поднять классные скины, то добро пожаловать в Case Hunt. Огромный выбор кейсов и отличный алгоритм дропа. Если не понравился выбитый скин, его всегда можно проапгрейдить. Ну а если у вас скопился ненужный шип, то запихните его в контракты. Помимо этого, на сайте есть различные бонусы и все возможные розыгрыши, включая открытие бесплатных кейсов. Ребята из Case Hunt стараются разбавить ваш интерес и придумывать что-то новое. Ну а если ты используешь мой промокод при пополнении, получишь плюс 30% к депозиту. Так что не теряй времени и заходи по ссылочке в описании. Ну что же, если вы следите за новостями, то сегодняшнее обновление для вас не стало сюрпризом. В игре был обнаружен достаточно критический баг, который мало того, что мог сломать честный геймплей в игре, так и еще и положить официальные сервера в CS2. Дело в том, что благодаря самой возможности возвращать купленное оружие на старте раунда и парочке консольных команд, появилась возможность бесконечно покупать оружие из магазина, не тратя при этом денег. Как вы понимаете, особо шаловливые путем спама оружки еще и крашили официальные сервера в игре. Вот именно сегодняшнее обновление пофиксило данную проблему игры. Меньше чем за сутки после, разумеется, всеобщего обнародования бага на большую аудиторию. А то, что в игре до сих пор не обновлены карты от сообщества, это, понятное дело, никого особо не волнует. Как и другие мелкие баги и ошибки, которые не так-то и сильно расфорсились в медиапространстве. Как, например, тот факт, что в подборе звания в соревновательном режиме разработчики забыли добавить один очень нужный элемент, который находился в CSGO и худо-бедно, но справлялся со своей задачей. Имеется в виду использование среднего показателя звания вашего лобби. Он вообще работает некорректно. Либо вас забрасывает на ранг самого жирного тиммейта, или же наоборот к самому слабому в подбор. Даже само лобби, которое вы создали, не способно посчитать средний ранг вашей команды. Но это касается по большей части только соревновательного режима. Ладно, хватит о грустном и перейдем к утечкам. К сожалению, последние 2-3 обновления не могут похвастаться какими-либо находками. Лишь раз за разом подтверждение теории о том, как работает компилятор, на основе которого можно выяснить, над чем сейчас работают разработчики. И есть небольшая вероятность, что либо в конце этого месяца, либо в следующем мы можем наконец-таки получить патруль для обычных пользователей. Понятное дело, что даты могут быть ошибочными, потому что с Valve никогда наверняка знать ты не можешь. Однако последние месяцы разработчики настойчиво вносили изменения в код игры, связанные с патрулем. И даже втихую немного изменили стиль всплывающего окна, где вы должны будете сделать вердикт. Мало того, есть также небольшая вероятность, что разработчики пытаются каким-то образом связать статистику и фактор доверия с патрулем. Но, к сожалению, пока что точно нельзя сказать, что они конкретно хотят этим добиться. Надеюсь лишь на то, что это будет работать. А на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!